Привет, меня зовут Михаил, и сегодня практически передача по заявкам дорогих телезрителей. Меня просили сделать панакоту. Это такой традиционный итальянский холодный желеобразный десерт из сливок и так далее. Но я подумал, панакота не очень интересно. Есть вещь круче. Она немножко сложнее, но однозначно стоит усилий. Называется баварский крем. Что мне нужно? Сливки для взбивания, яйца, сахарная пудра, сливки для готовки 20%, молоко, ваниль, желатин, миксер, и немножко терпения. Самая дорогостоящая часть этого рецепта – ваниль. Вы можете заменить ваниль на ванильную эссенцию, или ванильный сахар, но не очень понтово, потому что там у вас будут красивые маленькие точечки. Эта штука стоит 400 рублей. Значит, это вот такая полумягкая штучка. В ней внутри есть семечки. И пока я просто бросаю ее в кастрюлю, заливаю сливками. У меня здесь 200 грамм сливок. Я поставил сливки с палочкой ванили на медленный огонь, чтобы сливки прогрелись. Ваниль немножко отдала свой аромат. А пока занимаемся дальше. Мне нужно взять желатин, 1 столовую ложку, и растворить желатин в 3 столовых ложках молока. 1, 2, 3. Вот именно поэтому я немножко всегда нервничаю, когда готовлю десерты, потому что с обычными блюдами, немножко ты там не соблюдаешь пропорции, не страшно. Здесь может все пойти не так. Мне нужно взбить сливки. Где-то 150 грамм. Значит, проблема со сливками состоит в том, что сливки легко перебить, и они тогда превратятся, грубо говоря, в жидкость и в масло. Поэтому здесь нужно аккуратно очень смотреть, чтобы ни в коем случае не перебить сливки. Я добавлю буквально щепотку сахарной пудры, потому что сахарная пудра поможет мне взбить сливки. Ну что, пожужжим. Пока я взбиваю сливки, у меня вот эти сливки уже нагрелись. И я выключаю кастрюлю. Продолжаем. Довольно занудное мероприятие, но необходимое. В панакоте нужно было бы делать то же самое. Вот сливки начинают густеть, но пока еще недостаточно, Но главное не перебить. Сливки увеличились. И вот видите, кончик стоит, Все. Сахара совсем чуть-чуть. Они жирные, но практически не сладкие. Мою. А это я пока убираю в холодильник, потому что мне оно пока не нужно. Пока что все было как в панакоте, Сливки, взбитые сливки, желатин. Но теперь начинается новая тема. Я добавлю желтки, и это сделает баварский крем значительно более пышным и богатым, чем традиционная панакота. Мне нужно отделить желтки от белков. Все умеют, наверное, 1, 2. Сюда. А из белков потом я сделаю завтра себе на завтрак, мега полезный белковый омлет. Значит, у меня 5 желтков и четверть, где-то 70 грамм сахара, И мы будем взбивать желтки в пену вместе с сахарной пудрой. Жужжим дальше. Вот у меня постепенно увеличивается объем, и цвет меняется с желтого на более светлый, Все красивее и красивее становится. Или красивее, как правильно. Кстати, пока я взбиваю, не забывайте подписываться, ставить лайки,
И обязательно ставьте колокольчик, потому что когда вы ставите колокольчик, вы получаете уведомления, когда выходит новое видео. А так вы подписываетесь, и многие из вас не смотрят. Я очень из-за этого переживаю. Взбиваем. Ну вот я считаю, что этого достаточно, да? Пока отставим в сторону. Теперь я ставлю воду на огонь, потому что дальше мы будем взбивать на водяной бане. Пока греется вода, я вытаскиваю ваниль из сливок. Разрезаю ее вдоль. Моя задача вычистить семечки. Вот они. И обратно в сливки. И теперь я аккуратно взбивая желтки, добавляю сливки с ванилью понемножку, теплые сливки. Я добавляю взбитые желтки и продолжаю взбивать. Ваниль на самом деле уравновешивает сахар, да, то есть сладости, когда вы используете ваниль, кажется меньше, и при этом яйца и молочные продукты становятся очень деликатно ароматными. Переношу яйца сюда со сливками и продолжаю взбивать, чтобы, по сути дела, делаем заварной такой крем. Главное не сделать омлет, да? Кстати, рецепт омлета есть у меня на сайте, смотрите. Проверю. Ну вот смесь становится теплой. Сниму на секундочку с огня. Добавлю желатин. Он немножко размок. И продолжу взбивать на водяной бане. Мне нужно, чтобы весь желатин разошелся, чтобы не было никаких комочков. Сколько взбивать? Да? Взбивать нужно, пока у вас не будет палец покрываться. Да? Вот еще, я думаю, минуты 2 и будет достаточно. Я считаю, что все. Теперь горячая вода мне больше не нужна, но это мне нужно остудить. Я добавил в кастрюлю холодной воды и лед. Ставлю на лед и продолжаю перемешивать, чтобы моя смесь охладилась до комнатной температуры. Так, ну вот, основа у меня остыла до комнатной температуры, теперь добавляю сливки. И я уже больше не буду работать погружным миксером, механическим, электрическим, да. Я это сделаю аккуратно, чтобы не разрушить основу сливок взбитых и не разрушить яичную смесь. Еще немножко. То есть панна-котта это примерно то же самое, только мы не добавляем, не делаем яйца на водяной бане. Поэтому там очень много зависит от качества молока. Поэтому панна-котта такая вкусная в Италии, где хорошие жирные сливки, хорошее молоко. Да, у нас не всегда это можно получить, поэтому яйца компенсируют вот, возможные проблемы с качеством молока. Пробуем. Очень хорошо, он сейчас стал немножко сладкий, но не очень сильно. Так, и все. Теперь остается дело за малым. Я беру формочки. Ну, традиционно панна-котту и баварский крем охлаждают формочку, чтобы все застыло. Потом горячей воды я покажу. Переворачиваешь на тарелочку, такая красивая. Но есть еще другой вариант. Вы можете сделать такие вот стаканы, например. И если вдруг у вас что-то пойдет не так и не совсем застынет, ну, вы не накосячите. Пробуем. Поэтому я сделаю и так, и так. Раз. Прям сверху.
Где-то половину стакана я наливаю, да? Чтобы не заветривалось, да, я закрою формочки пленкой. Это не обязательно делать, но как-то мне так комфортнее. Не страшно, что у вас пленка лежит на креме, да, вы все равно потом это будете переворачивать. Самая сложная часть закончена. Теперь мне нужно поставить это в холодильник минимум на 3, но можно и больше часов. Поэтому сейчас день, как раз к ужину у меня все будет готово, к десерту я могу отдыхать. Я думаю, что мой баварский крем уже застыл. И мне осталось только его достать, но сначала я сделаю соус. Для этого я беру клубнику. Крем на самом деле достаточно сладкий, да, поэтому здесь есть варианты. То есть можно добавить сахар. Я сахар добавлять не буду, потому что я считаю, что это будет лишнее. Более того, я добавлю в клубнику чуть-чуть перца и чуть-чуть лимонного сока. Кого перец смущает, не добавляйте. Но на самом деле перец раскрывает сладость, он прекрасно работает с ванилью, поэтому бояться нечего. Теперь я беру дольку лимона, выдавливаю ее сюда же. Погружной блендер, как обычно. И как обещал, перец буквально 2 щепотки. Мне не нужно, чтобы было остро, мне нужно, чтобы просто перец оттенил вкус клубники. Вот теперь мне очень нравится. Ну и будем надеяться, что желатин сработал и все хорошо, да? Ответственный момент. С этой все просто, да, потому что здесь у меня все готово. Ну вот он застыл. И мне нужно просто взять немножко соуса. Ну, давайте будем гламурными, еще сделаем вот так. Чтобы было совсем красиво, да? Так. И чтобы добить, ну, в ресторане-то вы за это заплатите чуть больше, чем 2 часа времени. Наливаю горячую воду в кастрюльку. И теперь будем надеяться, что все получится. Но если не получится, я это вырежу. И никто не узнает. Буквально на 5-7 секунд опускаю. Вынимаю. Подрезаю. Ну, теперь посмотрим, насколько я хорошо готовлю десерты. Переворачиваю. А? Неплохо для начинающего повара. Ну и здесь уже фантазия должна вам подсказать сама. Я люблю, когда соус вокруг. Есть кто-то, кто, наверное, захочет полить сверху. Это уже как бы дело хозяйское. Ну, конечно же, я тоже сделаю красиво. Ну, давайте как-нибудь вот так вот. Я вообще не сторонний, не большой фанат декорирования. Потому что я считаю, что лучше, чем в ресторане, все равно не сдекорировать. А должен быть просто вкус хорошей еды. Ну и здесь мы сделаем такое, как будто листики мяты потерялись в этом, не побоюсь этого слова, море клубники. Баварский крем.
Он немножко круче, чем панакотта, немножко сложнее делается, он получается более деликатный. Простая сервировка в стакане, более замороченная сервировка на тарелке, но на самом деле абсолютно одинаковая по вкусу. И мы скоро будем пробовать, да? И снова на стол. Ты как у Минаев Лайв, что ли? Тоже на столе будешь теперь сидеть все время, да? Короче говоря, баварский крем. Супер нежный. Не пихай меня. На самом деле, напишите рецепт полный в описании, да, внизу. Напишите, если вы попробовали, у вас получилось, не получилось. Я, конечно, могу и панакотту сделать, но просто я считаю, что баварский крем круче, чем панакотта. Волшебство. Да? И ты волшебный кот. Приятного аппетита.